Здравствуйте, меня зовут Михаил, и сегодня я расскажу вам о конструкторских решениях, применяемых в современных модулях управления и отладочных платах на базе микроконтроллеров STM32. Типовые отладочные платы имеют на своем борту интегрированный программатор. Например, на платах STM32 установлен программатор ST-Link. Подобные решения позволяют быстро прошивать микроконтроллер и производить отладку программы прямо в среде разработки. Помимо возможности отладки, программаторы зачастую предоставляют виртуальный компорт для связи контроллера с пользовательскими приложениями. Проблема такого решения заключается в том, что зачастую, если речь идет о простых отладочных платах, стоимость программатора может составлять существенную часть от общей стоимости платы, а также занимать значительную площадь платы контроллера. Стоит отметить грамотное решение фирмы ST касательно плат серии Nucleo, в которых пользователь имеет возможность отделить программатор от основной платы контроллера для уменьшения габаритов или при установке платы в готовое изделие. Также в отладочных платах иногда встречается гальваническая развязка микроконтроллера и программатора. Это бессмысленное, на первый взгляд, решение приобретает особую важность при работе с высоковольтными объектами, где в процессе отладки прототипа возможно попадание высокого потенциала на контроллер с неминуемым электрическим пробоем. В таком случае гальваническая развязка между контроллером и программатором служит барьером между контроллером и персональным компьютером разработчика. Ведь иногда намного дешевле заменить плату контроллера, чем ремонтировать персональный компьютер. Следующим удачным, на мой взгляд, решением является использование подсистемы внешнего питания, которая позволяет подключать контроллер к источникам питания с напряжением до 12 вольт. Пользователь может подключить плату, например, к аккумуляторной батарее и не задумываться о том, где найти специальный источник питания. Подобное решение можно встретить на серии плат Nucleo и на современных моделях Discovery. На отладочных платах также можно встретить несколько пользовательских светодиодов, что позволяет использовать их в качестве индикатора при выполнении того или иного процесса. Также они удобны для освоения микроконтроллера на первых этапах, например, в задачах «поморгай светодиодом» и «плавное регулирование яркости с помощью широтной импульсной модуляции». Основными недостатками пользовательских светодиодов на массовых отладочных платах является их малое количество, а значит и отсутствие какой-то интересной периферии на ножках со светодиодами и уменьшение и без того малой нагрузочной способности выходов, оснащенных светодиодами. Следующей важной особенностью является подключение внешних модулей расширения к отладочным платам. Для этого требуется, чтобы между платой и модулем совпадало расположение контактов и их функциональное назначение. И снова, особое внимание нужно уделить серии плат Nucleo. Она состоит всего лишь из 3 типов плат разных размеров, с единым расположением элементов, контактов и наличием разнообразных моделей микроконтроллеров на борту. Недостатком решения этой серии плат является отсутствие гарантии функциональной совместимости контактов. Даже сам производитель пишет в документации списки необходимых доработок модулей расширения для обеспечения совместимости с различными отладочными платами. К слову, у Texas Instruments серии отладочных плат Launchpad существует функциональная стандартизация контактов, позволяющая использовать подавляющее большинство модулей и плат без дополнительных доработок. Итак, среди перечисленных существующих конструкторских решений можно выделить основные недостатки, а именно обязательный программатор на борту отладочной платы, отсутствие возможности изолирования контроллера от компьютера и от силовой части управляемого объекта, малое количество пользовательских светодиодов, слабые цифровые выходы с фиксированным напряжением, ведь выходы, оснащенные пользовательскими светодиодами, ослаблены. Отсутствие функциональной стандартизации контактов, то есть внешне платы одинаковые, но функционально контакты отличаются. В своем контроллере мы попытались решить отмеченные недостатки. На плате выведены ножки для подключения внешнего программатора, будь он с гальванической развязкой от компьютера или без. Все цифровые контакты GPIO, за исключением выходов таймеров шим, например, для инверторов, изолированы с помощью оптопар. В документации прописано, сколько отведено на вход, сколько отведено на выход. С внешней стороны контроллера все оптопары изолированы друг от друга, что позволяет использовать произвольные уровни напряжения от различных источников, без опасения повредить микроконтроллер. Также это позволяет свободно использовать модули с 5-вольтовой логикой, например, от Arduino.
Подобное решение обеспечивает усиление цифровых входов-выходов со стандартных 15 мА на ножку микроконтроллера до 50 мА при 35 вольтах. Каждая выходная оптопара оснащена отдельным индикационным светодиодом, что позволяет визуально контролировать, поступает ли цифровой сигнал на выход контроллера или нет. Стоит отметить, что у нас в планах существует разработка версии нашей платы на базе мощных микроконтроллеров серии STM32F1 и STM32F3 с обязательным сохранением функциональной совместимости. Разумеется, все перечисленные модификации вы можете внести уже в имеющиеся у вас платы. Давайте посмотрим, как можно модернизировать имеющийся у вас контроллер. Здесь мы приготовили для вас схему, на которой попытались продемонстрировать простейшее схемное решение по модернизации контроллера. В качестве примера используется контроллер STM32F072. Для того, чтобы понять, какие пины использовать вам, нужно просто заглянуть в даташит на ваш контроллер, где подробно расписано назначение всех входов-выходов контроллера. Первой простой и, на мой взгляд, полезной модификацией будет использование оптопар для цифровых входов и выходов контроллера. Для примера была использована оптопара LTV817S. Данная схема позволяет обезопасить цифровой вход контроллера PB0 от попадания на него губительного напряжения, если таковое будет выдавать источник. Разберем схемку поподробнее. Оптопара по входу выдерживает ток до 50 мА, но включение наступает уже с 10-15 мА. Для ограничения тока на желаемом уровне следует использовать токоограничивающий резистор, из-за того, что сама оптопара имеет малое сопротивление. Покажем пример подключения к оптопаре дискретного сигнала напряжением 24 вольта и формируемого кнопкой SV1. Последовательно включаем источник напряжения, кнопку и токоограничивающий резистор R7. Номинал последнего рассчитываем по формуле. Разница напряжения источника и прямого падения напряжения на оптопаре, деленное на желаемый ток. В показанном примере для желаемого тока в 15 мА получилось сопротивление 1500 Ом. Использование оптопары для цифрового выхода PA0 в свою очередь позволяет усилить выходной сигнал и преобразовать его до 35 вольт 50 мА при наличии соответствующего источника напряжения. Покажем пример использования оптопары для зажигания сразу большого количества светодиодов. От источника 24 вольта последовательно соединяем желаемое количество светодиодов и токоограничивающий резистор. В нашем примере светодиодов 5 штук, хотя напряжения хватит на целых 16. Токоограничивающий резистор рассчитываем как разницу между напряжением источника и суммой падения напряжения на светодиодах, деленную на желаемый ток. Стоит отметить, что подобное решение не следует применять в каналах, используемых для формирования сигналов широтной импульсной модуляции, поскольку оптопара будет уменьшать ширину полосы пропускания канала, что для шим неприемлемо. Дополнительной опцией может быть светодиод, демонстрирующий наличие сигнала на выходе контроллера. Решение со светодиодом для цифрового выхода контроллера PA10 продемонстрировано на схеме. Наличие такого светодиода удобно тем, что он может быть использован в качестве пользовательского светодиода для отладки программ. Отдельного внимания достойна так называемая подсистема внешнего питания, собранная на основе регулятора напряжения NCP1117. Схема простейшая, взята из даташита на этот элемент, с добавлением к ней индикационного светодиода. Данная система стабилизирует напряжение до 3,3 вольт, при этом напряжение на входе может доходить вплоть до 20 вольт. При проектировании устройств часто встает вопрос: а сколько же нужно дискретных входов и выходов? Зачастую дать ответ на этот вопрос не так уж и просто, потому что устройство может быть сложным, может быть зависимым от других устройств. У выбранного микроконтроллера может не быть свободных выходов. Наиболее очевидным выходом из такой ситуации является выбор микроконтроллера с большим количеством ножек, что позволяет прозрачно увеличить количество входов и выходов. Этот, казалось бы, очевидный подход несет в себе такие недостатки, как увеличение стоимости устройства. Больше ножек значит более дорогой микроконтроллер и больше периферийных устройств, даже если они не нужны.
Необходимость переразводки платы, включая необходимость закладывания большей площади под сам микроконтроллер. Необходимость тянуть все сигналы к микроконтроллеру, что может быть затруднено при их большом количестве и использовании микроконтроллера в корпусе с повышенной плотностью контактов. Следствием этого может являться необходимость использования многослойных плат, как показано на примере семислойной платы Discovery F746. Альтернативой такому решению стало появление расширителей портов, подключаемых по интерфейсам цифровой связи, таких как I2C. Они вносят следующее достоинство. Они обходятся дешевле, чем использование контроллеров дорогих линеек, ведь они имеют простое внутреннее устройство. Их можно устанавливать на платы расширения, чем обеспечивать гибкую адаптацию проектируемого устройства к желаниям покупателя. Они позволяют не вести к микроконтроллеру все сигналы ввода-вывода. Вместо этого им нужна только шина связи и опциональный сигнал прерывания, позволяющий ускорить реакцию микроконтроллера на изменение состояния входов расширителя. Они зачастую имеют возможность работы на разных логических уровнях напряжения. Например, позволяют выбирать между 3,3 вольтовой и 5 вольтовой логикой, положительной и отрицательной полярностью сигналов. И это все в произвольных комбинациях. Разумеется, у такого подхода есть недостатки, такие как более сложное программирование, необходимость использования передачи данных через шину вместо прямого управления портом GPO. Они не позволяют использовать периферийные модули. Например, на них сложно сформировать шим-сигнал, передать по ним сигнал шин, использовать быстрый захват импульсов и так далее. Мы используем расширитель портов на 16 элементов типа NXP PCA9555, работая с ним по протоколу I2C. Наше решение представлено на данной схеме. Отметим совместимость логики с напряжением 5 вольт, максимальный выходной ток на ножку до 50 мА, общий выходной ток 150 мА. Это позволяет подключать модули от Arduino, рассчитанные на высокий выходной ток и напряжение 5 вольт. Стоит упомянуть также и программаторы с гальванической развязкой. Схему программатора мы не будем приводить здесь, чтобы не перегружать видео, но отметим, что подобные программаторы свободно продаются как внешний модуль. Такой можно найти, например, на сайте DigiKey. Стоит он, конечно, недешево по сравнению с обычным программатором, но в определенных ситуациях он может спасти ваш компьютер. В следующих видео мы расскажем, как программировать микроконтроллер STM32 в среде Cube IDE. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Спасибо за внимание. Пока.